Россия и Украина пошли на перемирие. С 8 ноября открыто окно тишины, прекращение огня началось, компромисс Путина, заявление Казахстана и почему боевые действия вновь будут продолжены. Армия стягивает войска. Все детали. Правой руке Зеленского Андрею Ермаку подложили свинью. Кто решил подставить офис президента? Решение о санкциях и завершении войны. Орбан обвиняет ЕС в нежелании прийти к миру. Громкое заявление премьера Венгрии и президента США из Белого дома. Зеленский ответил Лукашенко на предложение украинцам переезжать в Беларусь. Что сказал? Удар по противникам войны. В Госдуме приветствуют решение Еврокомиссии ограничить выдачу виз россиянам. Заявление оппозиции РФ и реакция Киева. Зеленского просят о помиловании. В России предложили обязать мужчин платить женам за домашний труд. А на границе двух стран найден ад арахнофоба. 100 тысяч пауков в одном месте. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Европа закручивает гайки. Еврокомиссия решила ограничить выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь почти всем придется получать визы только на один въезд, то есть каждый раз снова собирать документы, платить сбор и ждать ответа. Как объяснили в Брюсселе, так Европа хочет жестче проверять россиян и контролировать, кто именно пересекает ее границы. Многократные визы оставили лишь для родственников жителей ЕС и для работников транспорта. Хотя и им визы будут давать на короткий срок, до 1 года для родственников и до 9 месяцев для транспортников. Остальным только разовые визы. Исключения возможны, но крайне редко. Например, для журналистов, правозащитников и оппозиционеров, если они докажут честность и надежность. Новость уже активно обсуждает российская оппозиция и считает, что решение ударит в первую очередь по простым россиянам, а не по тем, кто связан с властью. Знаю многих смелых активистов, которые продолжают работать в России и рассматривают паспорт с шенгенской визой как спасительное средство на черный день, на крайний случай. Это не всегда срабатывает. Когда ломятся в 6 утра с обыском и все изымают, виза уже особо не поможет. Но есть и много историй, когда удавалось людей быстро вытаскивать. Лучше какая-то защита, чем никакой. Переход на выдачу виз строго по дням поездки, а именно об этом идет речь в сегодняшнем решении Еврокомиссии, лишает их и такой возможности. Решение приветствовали в Госдуме РФ, заявив, что Еврокомиссия действительно ударила в первую очередь по тем, кто выступает против войны, а политикам РФ визы и подавно не были нужны. Это неплохо, потому что нормальные люди и так в Европу сейчас точно не ездят. Ну, а самое лучшее, что можно было ожидать, это то, что вот вся эта вонючая нет войняшек, всех этих гендерно-нейтральных этих мальчиков мобилизации, этих толстых девочек, которые рисуют картинки «нет войне». Вот им свиным копытом дала Кая Каллас и сказала, что вы визу больше не получите. В Украине же напомнили, что выступали за полный запрет на выдачу виз для россиян или призывали кардинально ограничить возможность для путешествий по Европе. Поэтому ради безопасности собственных граждан все демократические страны должны принять значительно более строгие правила допуска граждан России на свою территорию. И это нужно было сделать значительно раньше. Правой руке Зеленского Андрею Ермаку подложили свинью. В Киеве заявляют о задержании мошенника, который представлялся двоюродным братом Ермака и продавал руководящие кресла в офисе президента Украины. Такой однофамилец Ермака был одним из группы аферистов, утверждает украинская полиция. Он уверял клиентов, что имеет связи в Кабмине и Верховной Раде. Должность стоила $100 тысяч. Чтобы выглядеть убедительно, участники схемы меняли голоса через спецпрограммы, переставляли номера на машинах и брали деньги частями вместе с документами жертвы, дипломами, сертификатами и копиями паспортов. Ермак лично поблагодарил полицию за арест подозреваемых. Однако, напомню, 5 лет назад настоящий брат Ермака попал в скандал. В 2022 году в Украине обсуждали видеозаписи, выложенные в сеть, на которых, как утверждалось, Денис Ермак обсуждал назначение на различные должности, в частности в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и Укрзалезнице, с третьими лицами. Нардеп Гео Лерос, который обнародовал тогда пленки, считал, что через брата Ермака за взятки могли согласовывать назначение на высокие должности. Сам брат нынешнего главы офиса президента тогда отрицал причастность к подобным назначениям.
Зеленский ответил Лукашенко и вновь напомнил Путину, что готов к встрече. На Банковой заявили, что Киев рассматривает любой формат переговоров, который бы привел к прекращению огня и завершению войны. Однако такой диалог не может состояться на территории России и Беларуси, говорит Зеленский, называя Минск и Москву союзниками в войне против Украины. Кроме того, Зеленский ответил на недавнее обращение Лукашенко к украинскому народу, который предлагал украинцам переезжать в Беларусь. Лукашенко, не стоит забывать одного. А он в последнее время стал слишком разговорчив в медиа и показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам не нужна его доброта, которая пришла к нам в 4 утра вместе с ракетами. Если он думает, что своими словами сможет хоть немного заговорить нашу память, он ошибается. Мы молодые люди и все прекрасно помним. Он все равно будет отвечать за то, что сделал, а именно, позволил начать наступление с территории своей страны. Лавров продолжает быть министром иностранных дел, заявляет Москва. Кремль отреагировал на публикации в прессе, в которых утверждалось, что глава МИД РФ попал в немилость и утратил доверие у Путина из-за несостоявшихся переговоров между США и Россией в Венгрии. Песков уверяет, что публикации не соответствуют действительности. Я вам кратко отвечу. В этих сообщениях действительности не соответствует ничего. То есть вы можете подтвердить, что Лавров продолжит исполнять свои обязанности? Лавров работает министром иностранных дел, конечно. В то же время ни в МИД, ни в Кремле не уточнили, почему Лавров отсутствовал на заседании Совбеза РФ и уже минимум неделю не появляется на публике. Однако накануне вы в комментариях под моим предыдущим выпуском допустили, что отсутствие Лаврова связано либо с его отпуском, либо с больничным, и считаете, что никакой конспирологии быть не может. Спасибо, что всегда находите, что ответить. Друзья, спасибо, как и прежде, каждому из вас за ваши лайки и за то, что продолжаете подписываться на канал. А я продолжаю. США и маленькая Венгрия в Европе – это две страны, которые выступают за мир в Украине. Так считает премьер Венгрии Орбан. Заявление он сделал накануне, когда прибыл с визитом к Трампу. Белый дом при этом исключил Венгрию из списка санкций против РФ. По словам Трампа, Будапешту очень трудно получать нефть и газ из других регионов, поскольку страна не имеет выхода к морю и зависит от поставок по трубопроводам. Во время встречи одной из главных тем была и война в Украине. Трамп считает, что она скоро закончится, а пока и Россия, и Украина хотят повоевать, несмотря на большие потери. Кроме того, американский президент подтвердил возможность личной встречи с Путиным в Будапеште. Что ж, я хотел бы провести ее в Венгрии, в Будапеште. Та встреча тогда не состоялась, потому что я не думал, что она приведет к чему-то значительному. Но если теперь мы ее проведем, я хотел бы, чтобы это было в Будапеште. Да, это было бы хорошо. Покровск на грани. Россия замыкает кольцо, Украина не успевает отступить. Немецкое издание ЦДФ пишет, что попытка контратаки украинских спецподразделений СБУ и ГУР не изменила ситуацию. Россия применила новую тактику в городе. Штурмовые группы закрепляются в руинах и бьют по украинским дроновым командам с помощью артиллерии и БПЛА. Эксперты считают, что командование Украины тянет с приказом об отступлении, рискуя потерять людей и технику, как это уже было под Бахмутом и Авдеевкой. Несмотря на это, ВСУ добились локальных успехов севернее города, отвоевали позиции у Владимировки и Шахового, пытаясь ослабить кольцо вокруг Мирнограда, говорится в материале. Контратака украинских сил при участии элитных подразделений СБУ и ГУР не смогла изменить ход боев. Присутствие главы ГУР Кирилла Буданова вблизи фронта, который якобы лично руководил действиями войск, вероятно, носило медийный, а не оперативный характер. Хотя точную тактическую обстановку оценить трудно, ясно, что российское кольцо вокруг Покровска и Мирнограда быстро сжимается. Зеленский заявляет, что в самом Покровске находится 300 российских военных. Он отрицает окружение ВСУ. В то же время в Украине говорят, что Россия стягивает войска под город для скорейшего взятия его под свой контроль. Зеленский же подтверждает, что группировка на Покровском направлении уже значительная. А вот Путин уже пошел на условия, изменил тактику и предложил компромисс. В этом уверен президент Казахстана Токаев. Он считает, что больше Кремль не пойдет на уступки Киеву. Такое заявление он сделал в интервью The New York Times. Нужно признать, что Путин проявил максимальную гибкость, сказал господин Токаев, комментируя сообщение о предложении Путина заморозить линию фронта, если Украина уступит контроль над той частью Донбасса, которую Россия не смогла захватить. Я думаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперед. В
то же время Зеленского просят о помиловании. Президент Кении обратился к Киеву с просьбой отпустить граждан его страны, которые воевали на стороне РФ, но попали в плен в ВСУ. Я попросил президента Зеленского способствовать освобождению любых граждан Кении, находящихся под стражей в Украине. Я признателен его превосходительству за то, что он откликнулся на мою просьбу. Россия и Украина пошли на перемирие. Уже с субботы, 8 ноября, начинает действовать режим прекращения огня. Событие локальное и затрагивает лишь зону Запорожской АЭС. Это второе перемирие за последний месяц. Киев и Москва пришли к единому. За АЭС необходим ремонт. Перемирие организовано при посредничестве МАГАТЭ и направлено на то, чтобы инженеры смогли безопасно восстановить поврежденную линию электропередачи, отключенную полгода назад. По данным МАГАТЭ, согласованное окно тишины стало результатом после интенсивных и сложных консультаций с Россией и Украиной. Организация подчеркивает, что это временное перемирие носит исключительно технический характер и служит предотвращению возможной ядерной катастрофы. Однако агентство отмечает, что ситуация вокруг ЗАЭС остается крайне нестабильной, а реальные гарантии безопасности появятся лишь после окончания войны. Сегодня вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, организованное МАГАТЭ вблизи Запорожской атомной электростанции Украины, что открывает путь для ремонтных работ, направленных на укрепление соединения объекта с электросетью и предотвращение ядерной аварии. И если в районе ЗАЭС действует локальное перемирие, то в других регионах Украины этого нет. В ночь на 8 ноября Россия совершила одну из самых массированных атак кинжалами по стране. О прилетах сообщалось в разных областях, в том числе Киевской и Полтавской. Украинские мониторинговые каналы писали о тяжелом ударе по энергетическим и газовым объектам. На протяжении нескольких часов летели не только кинжалы, но и баллистика, а также сотни дронов. Во многих городах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии. Под массированным ударом была Днепропетровская, а также Харьковская области. В Германии заподозрили, что серия недавних появлений неизвестных дронов в Бельгии может быть связана с дискуссией об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Напомню, что в последние дни дроны неизвестного происхождения несколько раз нарушали работу бельгийских аэропортов и военных объектов, вызвав временные перебои в полетах и повышенные меры безопасности. По данным Рейтер, немецкие военные направили группы быстрого реагирования по борьбе с дронами для помощи бельгийским коллегам. Мы все видим это именно так, и бельгийцы тоже. Эта мера, направленная на то, чтобы посеять неуверенность и страх в Бельгии. Мол, только попробуйте тронуть активы. Иного объяснения быть не может. Министерство обороны Бельгии отказалось напрямую комментировать слова Писториуса, однако подтвердило, что такая версия уже рассматривается в рамках расследования. Напомню, что дискуссия о замороженных российских активах продолжается внутри Европейского Союза. И также напомню, что в России неоднократно говорили, что если ее замороженные активы будут направлены Украине, то Москва может ответить национализацией имущества иностранных компаний, работающих на территории РФ. В России предложили обязать мужчин платить женам за домашний труд. Дискуссия в сети разгорелась после заявления политического консультанта, психолога и общественного деятеля, а также частого гостя российских ток-шоу Александры Миллер. В интервью изданию «Абзац» она предложила законодательно обязать мужчин платить своим женам за работу по дому, если при этом женщина не работает и полностью обеспечивает быт семьи. По словам Миллер, сегодня тысячи женщин тащат на себе дом, детей и комфорт мужа, фактически выполняя работу повара, уборщицы, педагога и личного ассистента, но бесплатно. Миллер уверена, что признание домашнего труда – это шаг к честным отношениям и реальному равноправию. Послушайте. Обязательные выплаты – не подачка от мужа. Это справедливая компенсация за труд и признание того, что карьера мужчины, его спокойствие и его успех построены в том числе на бесплатном труде женщины, которая обеспечила ему надежный тыл. Кроме того, эта мера обеспечила бы женщинам финансовую безопасность. Из просительницы она превратилась бы в партнера с собственной денежной опорой. Это укрепляет семью и формирует честные отношения. Ранее специалисты финансового университета при правительстве РФ подсчитали, если оценить бытовые обязанности жены в рыночных ценах, услуги повара, няни, водителя и домработницы, то она экономит мужу около 100 тысяч рублей в месяц. Зная, что среди моих зрителей большое количество женщин, что думаете о заявлении госпожи Миллер о том, что мужчины должны оплачивать труд женщин? И, мужчины, интересен и ваш взгляд, как вы делите домашние обязанности? Пишите свое мнение в комментариях под этим видео.
И напоследок об ужасе арахнофобов. В Европе нашли паучий мегаполис. На границе Албании и Греции ученые наткнулись на гигантскую паутину, в которой живут более 111 тысяч пауков. Это не просто сеть, это целый город из шелка, раскинувшийся на площади свыше 100 квадратных метров. Паутина состоит из тысяч воронкообразных ловушек, сплетенных вместе. В ней бок о бок живут два вида, которые в природе обычно одиночки. Это амбарный паук-воронковый ткач и бродячий паук-воронковый ткач. Серная пещера, где они обитают, пропитана ядовитыми парами сероводорода и навсегда погружена во тьму. Здесь нет растений, только бактерии, мошки и пауки. Вся жизнь держится на химических реакциях, смертельных для большинства существ. Ученые называют находку уникальной. Пауки не просто выжили, они построили колонию, где сотни тысяч особей живут и работают вместе. Выживание пауков зависит от хрупкой подземной экосистемы. Они питаются некусающими мошками, которые, в свою очередь, кормятся белыми микробными биопленками, слизистыми налетами, образованными сероокисляющими бактериями, выстилающими стены пещеры. Река, состоящая из серы, питаемая природными источниками и текущая через пещеру, выделяет сероводород, который поддерживает всю эту неожиданную цепочку жизни. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.